Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я хочу выразить свою благодарность всем моим зрителям, которые за меня болели, болеют, которые загружали мои ролики. И сейчас по всему Ютубу только мои ритуалы и заговоры, которые очень переживали за то, что очень подло и грязно были удалены мои работы и сопереживали. Хотя я 100 раз говорила, что все, что делается, все делается к лучшему, поскольку созданный ажиотаж вокруг моего имени, утроил внимание ко мне. И очень много людей, даже не знавшие меня, узнали, потому что в интернете просто появилось 10, 12, 13 профилей Инги, и везде ритуалы. Люди начали в панике загружать к себе в профиль, чтобы не потерять их, потому что, может быть, для некоторых существ это непонятно, поскольку им и 20 жизней не хватит, чтобы достигнуть моего уровня, но на самом деле любому профессионалу, любому умному человеку прекрасно видно и ясно, что это очень сильные работы. И любой мой ритуал – это шедевр, который не стоит терять. Естественно, что люди кинулись их загружать. Я успокаивала, что скоро выйдут мои книги, прям буквально на днях, и я дам координаты, где их можно приобрести, кому нужно. Но в любом случае, я хочу поблагодарить вас за это, и я хочу поблагодарить вас ритуалом, который вам поможет похудеть. Я думаю, что очень многим этот ритуал, просто очень нужен, жизненно необходим. Дорогие друзья, если вы болеете определенными болезнями, или у вас сахарный диабет, или есть определенные болезни, которые мешают вам худеть, можно этим воспользоваться, в какой-то мере вы похудеете, очистится организм полностью. Но люди, у которых нет особых, скажем, проблем со здоровьем, этот ритуал поможет. Делаем следующим образом. Покупайте свечи, можете и в церкви брать, это не имеет никакого значения, потому что церковные свечи – это обычный воск, и никакой там благословения и святости и речи нет. Вы сами знаете, что это обычный бизнес. Берете просто восковые свечи, запаситесь свечами, скажем, 10 штук, пусть у вас пока дома будут. Берете армянский напиток тан, не газированный желательно, потому что он лучше действует. Тан, кисломолочный напиток тан. Я сейчас объясню свойства тана. Проводите это, можете провести вечером на бутылке. Вот сначала наливайте сюда, в стакан или в бокал, куда хотите, тан. Потом открывать крышки бутылок, сколько вы за день выпьете этого тана. Скажем, 3 штуки, или 2. Можете большие взять. Вот общие начитывайте, закрывайте, храните в холодильнике. Никто не должен их пить, кроме вас. В течение дня их выпивайте. Потом снова выпили, вечером снова взяли новую свечу. Потому что та свеча после ритуала должна растаять полностью, она должна догореть. Снова поставили свечу, снова налили бокал, открыли бутылки, заговорили это все, бутылки закрыли, вот это выпили, а остальное ложим обратно в холодильник там, или куда у вас там есть место, может быть, вы в селе живете. Оставили опять до следующего дня, следующий день, весь день его выпивайте. Не обязательно прям на одном дыхании просто взять и выпить. Нет, вы можете в течение дня применять. Никаких особых диет с этим всем не нужно. Ничего, просто вам нужно соблюдать, именно каждый день делать этот ритуал. Читать 7 раз, я прочитаю, наверное, не 7 раз, а может 3 раза, чтобы вы запомнили. Оставить свечу догореть. Тан выпиваем. Остальное, которое вы взяли, сколько вы осилите за день, 2, 3. Открываем крышки, вместе со всем этим заговариваем, закрываем крышки, пьем с бокала, остальное прячем. На следующий день, весь день этот тан употребляем. Тан – это кисломолочный напиток, это древний армянский напиток, и
Он выводит, во-первых, мужчин из похмелья, он понижает давление, это тоже учтите, поэтому у кого очень низкое давление, вам нужно будет вместе с этим вот заговором и с этой диетой тановой, да, применять, и, скажем, кофе, может быть, чтобы у вас держалось ровно давление, потому что давление тан просто понижает очень резко. Это сильнее в 100 раз, чем лимон. Тан может снять головные боли, тан может убрать внутричерепное давление, давление глазное, очищает кишечник, полностью очищает кишечник. У нас вообще на Кавказе всегда пили этот напиток после еды, после тяжелой еды, после мяса там и так далее. Он помогает перевариваться пищи, он действительно очищает. Вот после тана чувствую такую легкость. Я несколько дней пью не только тан, вы можете есть, естественно, пить чай, кофе, все, что хотите. Просто в течение дня выпивайте вот те бутылки, которые заговорили. Вообще желательно 3, хотя бы 3 маленькие, если вы больше не осилите. Люди, у которых нет серьезных проблем, начнут худеть, резко начнут скидывать. Вы это почувствуете на себе. Очень может быть, что, ну, я, например, вот вам даю ритуал, основанный на древнекавказских рецептах и заговорах. То есть основа вот те кавказские заговоры и даже 2 ветра, имена ветров, которые я называю, они вселяются как внутрь человека и начинают сжигать жир. То есть они создают круговорот, они создают обмен веществ. То, что мы говорим, поселяем и прочее, простым деревенским языком, это не говорит о том, что они просто поселяются там и живут. Это в переносном смысле означает заговорить на хороший обмен веществ, улучшить процессы в организме, которые помогут вам оздоровиться. Еще раз говорю, люди, у которых серьезные проблемы, у них организм очистится, но могут похудеть с трудом. Люди, у которых нет серьезных проблем, связанных с сахарным диабетом или с гипертонией и прочее, они похудеют быстрее, очень сильно скинут. Я, например, за месяц скидывала вот с такой диетой, ну, если, знаете, то забывала, то делала по-разному. Ну, килограмм 7-8 точно скидывала. Смотря с каким вдохновением вы это сделаете. Кроме того, еще раз напомню, тан понижает давление, он убирает головные боли, он понижает давление внутричерепное, глазное давление убирает. Вы забудете, что такое головные боли и недосып. Но в то же самое время, если у вас низкое давление, или если оно очень сильно понизит вам давление, учтите, начнет шатать, пейте кофе. То есть баланс соблюдайте. Это не опасная абсолютно диета тановая. Просто заговор усиливает эту диету. То есть вы вселяете в этот древний напиток некую силу, которая будет крутить, вертеть и очищать ваш организм и полностью оздоравливать, то есть приводить в порядок, скажем так. А потом поделитесь результатами. Вот я вам дарю благодарность за то, что вы для меня делаете, потому что мне это очень приятно, меня это очень трогает. Я хочу вам сделать тоже приятно. Как Фрунзик сказал, когда тебе будет приятно, я тебя так довезу, что и тебе будет приятно. Итак, поехали. Открываем крышку. Ставим. Свеча. Ну, пускай, в принципе, она неплохо стоит. Вот так. Остальные бутылки можете вот так прямо так, ну, как бы в одну линию ставить, как удобно. Это не главное. Главное, что они на алтаре. Напиток горный, источник здоровья, источник силы и красоты. Силою трав и молока, силою древнего напитка я тело свое оздоровлю. Я силу красоты призываю, в тан вселяю, жир и сало расшипляю, тело освобождаю, худобу возвращаю. Ветер сарваш, ветер мараш, вызываю вас сюда. Вселитесь в напиток, крутите, вертите, жир в теле сорвите, да выведите.
Тан в моем теле, ветер в жилах, ветер изнутри, жир сожрет, тело уменьшит, да свершится сказанное, заклято. Повторяю. Напиток горный, источник здоровья, источник силы и красоты, силою трав и молока, силою древнего напитка я тело свое оздоровлю. Я силу красоты призываю, в тан вселяю, жир и сало расшипляю, тело освобождаю, худобу возвращаю, ветер сорваш, ветер мараш, вызываю вас сюда. Вселитесь в напиток, крутите, вертите, жир в теле сорвите, да выведите. Тан в моем теле, ветер в жилах, ветер изнутри, жир сожрет, тело уменьшит, да свершится сказанное, заклято. Напиток горный, источник здоровья, источник силы и красоты, силою трав и молока, силою древнего напитка я тело свое оздоровлю. Я силу красоты призываю, в тан вселяю, жир и сало расшипляю, тело освобождаю, худобу возвращаю, ветер сорваш, ветер мараш, вызываю вас сюда. Вселитесь в напиток, крутите, вертите, жир в теле сорвите, да выведите. Тан в моем теле, ветер в жилах, ветер изнутри жир сожрет, тело уменьшит, да свершится сказанное, заклято. Вот это закрываем. Это уже заговоренное и только ваше. Другим пить нельзя. Ну, ничего страшного не случится, но нельзя, не стоит. Это пьем. Дорогие друзья, если у вас тан не продают, то найдите рецепт, как его сделать. Но если и по рецепту не получается, возьмите просто кефир, разбавьте слегка с водой, добавьте туда соль. Это, конечно, не тан, но очень похоже. И уже ритуал, ну, 80% подействует на такой напиток. Еще один совет, на всякий случай. Не везде есть тан. Можно взять айран, но лучше тан, потому что тан сильнее. Если возьмете айран, тогда поменяйте слова. Вместо тана говорите айран, потому что так нужно. Всем удачи. Ну, давайте о результатах будем сообщать. Интересно же все-таки народу. Вот, я уверена, что эти результаты будут, как всегда, но хочется знать все-таки, правильно? Всем удачи и всех благ.